предыдущем видео я показывал, как сделать вот такую вот плоскую форму со скруглениями при помощи вот такой вот связки геометрических нот. Это очень простая связка. И при помощи значений радиуса точек кривой. То есть вот эти скругления, они на основе кривой, а точнее ее подтипа полилинии. У нас есть несколько типов кривой. Это Безье, Нурбс кривая и полилиния. То есть Безье и Нурбс, они вот такие вот сглаженные. Полилиния — это ломанный подтип кривой. В этом видео я покажу, как усовершенствовать скругление и как изменять тип скругления для каждого угла. Все будет то же самое на основе полилинии, такое же скругление, но при помощи еще одного значения tilt можно будет менять тип скругления с обычного скругления на фаску и на обратное скругление, такую выкружку. Что такое tilt? Вот, например, есть у нас кривая, и если ей задать толщину, поменять профиль на какой-нибудь прямоугольный, в этом случае можно при редактировании задать вот это значение tilt в градусах. Это вращение вдоль кривой, такое закручивание. Вот, в общем-то, это сам tilt. Можно в одну сторону, в другую вращать. Для этого он и нужен, как нужен радиус для утолщения каких-то частей кривой. Вот эти два параметра радиус и tilt, они считываются геометрическими нодами. Нодовое дерево будет более сложное. Тут в прошлый раз было 3 ноды и одна вспомогательная. Это fill, которая делает заливку. Основных было 3. Теперь будет гораздо больше. Но, в принципе, здесь ничего страшного особо нет. Я объясню, для чего они нужны. Нам нужно будет превращать вот этот контур со скруглениями в контур с фаской, с прямым срезом угла. В прошлом видео я показывал, что у нас по умолчанию и так получается вот такой вот срез угла. Если не добавить вот такую ноду setSpline-type и не поставить ее в режим Безье, то вместо скруглений здесь будет вот такая фаска, потому что у нас исходный тип линии полилиния, а здесь скругление стоит в режиме Безье. То есть вот эта нода ожидает на вход кривую Безье, а у нас тут полилиния. Поэтому надо ее преобразовать при помощи вот этой ноды setSpline-type. Но так как у нас есть уже по факту и вот такие вот срезанные углы и скругленные, между ними осталось переключиться. Что нужно будет сделать? Нужно будет переместить точки вот этого скругления к этой линии, к прямой. Как это выглядит? У меня здесь наверху есть пример. Вот у нас есть дуга и прямая линия, которой нужно переместить вот эти точки. Точки будут перемещаться вот таким вот образом, смещением. Количество точек будет зависеть от разрешения вот этой дуги. И в нашем случае будет скорее вот так вот. Не такая полуокружность, а вот скорее такая вот для среза угла в 90 градусов, для скругления угла будет вот такая форма. Вот такой вот сегмент. Для каждой точки на кривой нужно найти ближайшую точку на вот этой прямой линии. Это делается при помощи ноды Geometry Proximity. Нода Geometry Proximity ищет ближайшую точку на меше. Но у нас не меш, но проблемы никакой нет, потому что мы можем при помощи конвертера Curve to Mesh преобразовать цепочку эджей, идущих друг за другом. То есть если я нахожу ближайшую точку вот для этой, например, вот эту вот для этой вот эту вот точку, для этой вот эту и так далее, она просто вот так вот будет смещаться в этом направлении.
таким образом. И получается, что каждая точка будет смещена на какой-то определенный вектор. То есть у нас для смещения из исходной точки в конечную строится вектор определенной длины. И если мы возьмем половину длины вектора, умножим на значение 0,5, на фактор 0,5, то точка сместится только на половину расстояния. Если на 0, то она не будет смещаться, если на единицу, она сместится как раз к линии. Но если я фактор сделаю больше единицы, то, соответственно, каждая точка сместится вот на такое значение. Так как длины всех векторов разные, они будут смещаться пропорционально. Если я смещу на двойное расстояние от вот этой точки до линии, то точка сместится вот сюда. И у меня получится в итоге из всего массива точек получится абсолютно зеркальная дуга вот этому вот скруглению. Что нам и нужно. Сейчас задача все это настроить и контролировать при помощи вот этих вот нод. Первое, что нужно сделать, это скопировать вот эту ноду fillet. И вот сюда я подключу. Единственное, что я отключу ее от setSpline-type, а подключу напрямую от исходной геометрии. Вот, у меня получилась прямая со срезанными углами. И это у меня будет целевая геометрия. Чтобы найти точки на целевой геометрии, я использую ноду Proximity, Geometry Proximity. Эта нода, она не выдает геометрию, она выдает положение точек. То есть ближайших точек на этой геометрии. Исходные точки, которые мы будем смещать, они находятся вот здесь. То есть вот эту ноду fillet подключаю вот сюда. Я изменю положение точек этой формы. Это делается при помощи ноды setPosition. Нода setPosition берет каждую точку и смещает ее, как вы захотите. Например, если я сюда подключу какую-нибудь ноду Noise Texture, давайте вот сюда, то точки просто сместятся в случайном направлении. Но в нашем случае надо подключить в Socket Position, потому что у нас здесь будут рассчитаны уже измененные точки. Нам надо не смещение задавать, а исходное положение. Но у нас сейчас ничего не получилось. Дело в том, что вот эта нода Proximity работает только с типом геометрии Mesh. А у нас здесь curve, кривая. Нам надо преобразовать кривую в Mesh. Но ничего не изменилось, потому что еще надо поменять режим ноды Proximity. Сейчас нода Proximity ищет ближайшие точки на фейсах геометрии. Но фейсов у нас здесь нет. То есть фейс у нас появляется только вот здесь, когда я создаю ноду FillCurve, а до этого у нас идет вот такой вот контур. Вот он был кривой, стал мешем, просто обычными эджами. Вот. И надо выбрать режим Edges. Тогда все заработает. Но пока не работает так, как нам надо. То есть точки должны быть смещены, но они не смещаются. Дело в том, что, опять же, если вы посмотрите на исходную кривую, у нее 12 точек. А если вы посмотрите на скругленную кривую, у нее 22 точки. Ну, то есть не намного больше. А у меня вот здесь больше 10 точно точек. Для того, чтобы вот такой вот сегмент построить по точкам, мне надо достаточно большое количество точек. А здесь всего на 10 увеличилось. Дело в том, что кривая Безье, она строит при скруглении каждого угла
у меня строятся только две точки. А вот эта кривизна интерполируется при помощи хендлов, при помощи весов. И получается у нас всего две точки, и здесь дополнительных нет, нечего смещать. То есть вот эти точки, они как были в исходной форме, так и остались такими на том же месте в смещенной форме. Получается, нужно превратить скругленную кривую в меш, и тогда все заработает. Но сейчас у нас вот эта форма замкнутая не заливается, потому что теперь не работает нода FillCurve. FillCurve заливает кривую, а на выходе у нас теперь получился mesh. Мы все превратили в mesh. Чтобы исправить это, превращаю mesh to curve. Mesh превращаю в кривую, наоборот. Все теперь работает. А теперь мне нужно задать смешивание. Мне же интересно, чтобы у меня каждый отдельный угол имел свой тип и скруглялся по своему радиусу. Вот для того, чтобы он имел свой отдельный тип, мне нужно смешивание векторов. Что такое смешивание векторов? Ну вот, еще раз вернусь к этой схеме. Есть у нас исходная точка, у нее есть какие-то координаты x, y, z в пространстве. Это векторные данные, то есть это вектор. И когда я смещаю ее, я получаю новый вектор, это тоже x, y, z. Получается, мне нужно смешать два вектора, чтобы постепенно перемещать от одной точки к другой, так же вот как я делаю на этой схеме. Я создаю ноду mix в режиме вектор, подключаю вот это position, это новое положение, подключаю к ноде mix в сокет B. А в сокет A я подключаю ноду position. Просто нода position. Что такое нода position? Нода position получает положение каждой точки геометрии в пространстве. И если вы посмотрите внимательно вот на эту ноду, здесь залит этот сокет, он без дырочки в центре. Это значит, что здесь уже есть встроенное положение каждой вершины. Это то же самое, что я бы подключил вот эту ноду сюда. И когда я ее подключаю, никаких изменений, соответственно, нет. Но в ноде Mix ничего нет такого, это просто нода для смешивания произвольных каких-то данных, поэтому там ничего встроенного нет. Вот это, собственное положение вершин скругленной геометрии. А вот это у нас уже целевая геометрия с фасками, с прямыми срезами. И когда я подключаю вот эту ноду к position, я могу вот так вот смешивать оба варианта. И, соответственно, фактор я могу тоже поменять на значение 2. Но сейчас ничего не изменилось, потому что стоит галочка clamp. Clamp ограничивает диапазон значений от 0 до единицы. Ее просто нужно отключить, и тогда можно увидеть, что скругление пойдет в обратную сторону. Дальше теперь надо контролировать каждую точку собственным параметром. Я хочу на каждой точке, чтобы у меня было свое скругление, свой тип скругления. В режиме редактирования выбираю и меняю tilt. Но сейчас, какой бы tilt я ни поставил, ничего не изменилось. Мне его надо считать. Значение tilt из текущей геометрии, соответственно, считывает нода curveTilt. И когда я ее подключаю, можно заметить, что тоже ничего не происходит. Почему это не происходит? Потому что теперь у нас уже на этом этапе, когда мы смешиваем вот эти вектора, у нас уже не кривая, которая была вот этой вот исходной, а у нас уже mesh, мы конвертировали кривую в mesh. Даже если мы не конвертировали, у нее поменялось количество точек. То есть было 12, стало 22 точки. Чтобы получить значение тилта
из самой кривой нужна нода Capture Attribute. Она захватывает значение атрибутов в определенной части нетворка, чтобы использовать эти значения где-то в дальнейшем после преобразований, либо совсем на другой геометрии. Для этого я переношу вот сюда tilt, здесь создаю Capture Attribute. Эту ноду я подключаю сюда. Сюда поступает у меня исходная кривая, то есть полилиния исходная, которая еще без скруглений, без всего. Исходная это вот это вот, которую мы редактируем вручную. И вот сюда в value я подключаю ноду tilt. На выходе я получаю атрибут tilt. Вот в этом сокете, в аутпуте будет значение tilt для вот этой вот кривой. Я подключаю фактор смешивания. И теперь я вижу, что все регулируется. Каким значением это регулируется, непонятно. Совсем непонятно. То есть вот чтобы прямую фаску сделать, надо что-то там, какой-то странный угол ввести, типа 57,3. А я хочу переключаться нулем, единицей и двойкой. Второй вариант сделать, там, можно переключаться с минус единицы на 0 и на единицу. Я покажу чуть позже. Я хочу использовать значение 1, преобразовывать его в значение 1 в факторе. То есть мне нужно, чтобы 0 градусов было вот такое скругление, 1 градус был такой вот срез, фаска, и 2 градуса было обратное скругление. Но дело в том, что tilt, если вы посмотрите на значение tilt, у него стоит значок градуса. А если навести вот это значение, можно увидеть, что оно в радианах 0.017453 радиана. То есть на самом деле оно хоть в поле вводится в градусах, внутри программы обрабатывается в радианах. И здесь вот этот результат получается тоже в радианах. Если вы посмотрите вот в это поле Spreadsheet, здесь не видно, нужно создать ноду Viewer. Вот в эту ноду Viewer подключить, если этот атрибут, и посмотреть на контрольные точки, можно увидеть, что у разных точек какие-то разные значения. Ну вот то, что было равно 1 градусу, оно стало 0,017 тысячных радиана. Чтобы преобразовать обратно в градусы, мне нужна математическая нода Math. У нее есть разные режимы. Я выберу режим, который конвертирует радианы в градусы. Он называется 2 degrees. И этот результат я подключаю вот сюда, к ноде Mix. И теперь все стало отлично и замечательно. То есть 0 у меня это обычное скругление, 1 это прямая фаска, и 2 это обратное скругление, вот такая выкружка. Но есть вот такая вот проблема, у меня здесь какое-то очень большое значение. Мне нравится, допустим, мышкой все крутить. Я хочу поставить ограничение, потому что больше, чем... Мне не нужны значения меньше 0 и больше 2. Для этого используется нода Clamp. Нода Clamp ограничивает диапазон значений. Можете сами задать нужный диапазон. Я задам диапазон от 0 до 2, потому что мне нужно, чтобы мои значения были не меньше 0, но не больше 2. Теперь мои скругления не уходят за пределы вот этих значений. Значения ограничены нужным диапазоном. Мне не нужны еще вот здесь вот, пока я кручу вручную, если мне вот эти вот промежуточные скругления, полускругления такие, если они мне не нужны, а я хочу четко переключаться между 3 режимами, я могу еще использовать тоже ноду Map, но в режиме Snap задам инкремент
равны единице. По сути, это привязка к целочисленным значениям с шагом 1. То есть значение округляется до ближайшего целого, до 0. Если будет шаг 1, то это будет 0, 1, 2. То есть если я буду промежуточные какие-то задавать, это как бы опциональная штука, можете вот так вот включить такую привязку, если надо. Еще второй вариант, если я поменяю местами положение, вот эти position ноде mix, то есть position подключу в socket B, а результат из geometry proximity в socket A, то у меня получится немного другой результат. Включу ноду clamp и snap пока, чтобы показать, что получится. Вот этот tilt поставлю на 0. Теперь получается, что при тилте 0 у меня идет фаска, а при единице у меня идет скругление. Чтобы получить отрицательное скругление, мне, соответственно, нужно задать значение минус 1. Это тоже опциональная штука. В этом случае вам нужно будет просто задать clamp не от 0 до 2, а от минус единицы до единицы. То есть, если вам удобно пользоваться вот таким вариантом, можете задать от минус единицы до единицы. Если вам нравится больше от 0 до 2, можете использовать от 0 до 2. Ну, еще есть вариант преобразовать свои значения, но я даже не знаю в какие, потому что вот эти, по-моему, самые удобные. Мне нравится больше первый вариант от 0 до 2. Вот такой вот способ. Пользуйтесь.